Thank you so much. We are the Rubettes. And we're gonna play just one more song for you. Have you had a good time? You had a good time? That's great. Bye-bye. Merry Christmas. В эти новогодние праздники мой мозг захотел немного глэмового ужаса. Махровый поп-глэм-рок от чуваков в белых костюмах и белых кепках. Да как-то сложно все это воспринимать серьезно, но в общем-то такая музыка особого погружения и не требует, как в случае, например, с МАД и множеством других подобных коллективов. Rubettes играли огломленный рок-н-ролл, не требующий напряжения ни одной извилины мозга. Все это, конечно, не для сбора всей дискографии, но один-другой диск все же вполне поспособствует под определенное настроение увеличению количества эндорфина в крови. История создания этой британской группы несколько необычна. Хотя The Rubettes появились на музыкальном небосклоне осенью 1973 года, будет не лишним ненадолго погрузиться в атмосферу ливерпульских музыкальных клубов на десяток лет назад. После того, как Пит Бест был отправлен в отставку и заменен на Ринго Старра, бывший барабанщик The Beatles собрал свою группу, которую назвал Pete Best Four. Играли в ней двое молодых талантливых парней, друзей детства, Уэйн Бикертон и Тони Уоддингтон. Именно их песни и определяли творческий портрет группы. В 1966 году они приняли решение пуститься в свободное плавание и сосредоточиться на написании песен и продюсировании. Песни Бикертона и Уоддингтона приходились ко двору многим исполнителям, но написать песню, которая стала бы стопроцентным хитом, все никак не удавалось. Так продолжалось до осени 1973 года, когда в творческой копилке тандема появились 4 новые песни, одну из которых под названием Sugar Baby Love они хотели исполнить на конкурсе Евровидения, который должен был пройти в Брайтоне. К сведению, победителем конкурса тогда стал шведский квартет ABBA с песней Waterloo. Замыслу не суждено было осуществиться, и тогда песню предложили группе шоу Вади Вади. Не распознав в предложенной песне потенциальный хит, музыканты из Лестера отказались включить ее в свой репертуар. Жалели они об этом спустя полгода или нет, неизвестно. И тогда Уэйн Бикертон и Тони Уоддингтон решают для записи Sugar Baby Love пригласить малоизвестных сессионных музыкантов. На предложение откликнулись барабанщик Джон Ричардсон, гитарист и певец Алан Уильямс, клавишник Петер Арнесон и певец Пол да Винчи Прюер. Демозапись понравилась менеджерам Polydor Records, которые предложили собрать полноценный состав музыкантов. Вскоре в группу вошли еще один клавишник Билл Хэр, гитаристы Микки Кларк и Тони Торп. Так и был создан ансамбль The Rubettes, записавший оригинальную версию песни Sugar Baby Love. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Кроме того, и история ее записи весьма интересна. Предоставим слово Уэйну Бикертону. Мы попросили Пола да Винчи петь невероятно высоким фальцетом, а затем вокальная группа снова и снова поет Боб Шувади в течение 3 минут. Джерри Шори, который аранжировал струнные, сказал: «Это не сработает. Нельзя, чтобы вокальная группа пела Боб Шувади без остановки». Многие люди говорили нам то же самое, и тем больше мы были полны решимости записать это.
Пол да Винчи, исполнявший вокальную партию, вскоре заключил более выгодный контракт с другой звукозаписывающей компанией и покинул группу. Петь голосом да Винчи было доверено Алану Уильямсу, чьи вокальные данные были несколько скромнее. Именно его мы видим, а слышим голос да Винчи в многочисленных клипах этой замечательной песни. Релиз состоялся в январе 1974 года, и несколько месяцев песня оставалась практически незамеченной. Критика приняла группу весьма скептически, сводя все разговоры о группе к их напыщенному имиджу. Белые береты, в которых постоянно появлялись музыканты, частенько подвергались ухмылкам и насмешкам. Какой у вас прекрасный мех. Но Нет, я серьезно. мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Видите, как мех играет на солнце? Янтарь. А между тем, песня с каждым днем становилась все более популярной. В мае 1974 года Sugar Baby Love поднялась на самую вершину британского хит-парада, где продержалась в течение 4 недель. Следующими хитами стали Tonight и Jukebox Jive. В течение года Rubettes провели полноценное британское турне и несчетное количество раз появились на телевидении. За это время состав группы сократился до 5 человек. Выдав с командой еще несколько хитов, коллектив покинул и Билл Хёрд, пожелавший заняться сольной карьерой. Но и в усеченном виде группа сохраняла творческий потенциал и являлась одним из достойных представителей глэм-роковой эры. На 3 первых альбомах балом правили вещи от тандема Бикертон-Уоддингтон. Однако чартовая результативность потихоньку пошла на спад, и это привело к переменам. Отказавшись от кураторства Уэйна и Тони, ансамбль нанял в качестве сопродюсера Алана Блэкли. И на пластинке Sing All The Times вместо прежней смеси глэм-рока и рок-н-ролла заиграл кантри-поп. Особого коммерческого эффекта изменения стиля не дало, и уже на 5-м альбоме группа сделала шаг назад, поместив на диск вещи типа Summertime Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Lady и Rock'n'Roll Queen. Интересно, что в таблице популярности при этом попали наоборот, тяготевший кантри титульный трек Baby I Know. Однако это было последнее присутствие Рубитов в британских чартах. Продолжая заигрывать с кантри, в 1978 году команда выпустила еще пару пластинок. Однако ни Sometime in Old Church, ни Still Unwinding не помогли вернуть массовый успех. Между тем, у Торпа возникли проблемы со здоровьем, и ему пришлось покинуть состав. После ухода Тони дела Рубитов пошли на убыль, и записанный с новичком Бобом Бенхэмом альбом «Шангри-Ла» так и остался неизданным, а группа вскоре распалась. За граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. И все же возрождение команды состоялось. Произошло это в 1983 году с подачи одного немецкого промоутера, предложившего Уильямсу свои услуги. К сожалению, Джон не смог присоединиться к Алану, Биллу и Мику, но его сменил приятель Хёрда Алекс Байнс, застрявший в составе группы на целых 1,5 десятка лет. Долгое время ансамбль довольствовался выступлениями на маленьких площадках, где собиралась ностальгирующая публика. Однако в первой половине 90-х германской фирмой Dice Records было выпущено несколько пластинок Рубитов, в том числе и извлеченная из запасников программа «Шангри-Ла». К концу века в команде произошел раскол, и в 2000 году появились 2 ее версии. В первую вошли Уильямс, Ричардсон, Кларк и экс-клавишник Кингс Марк Хейли, а вторую с часто меняющимся составом возглавил Хёрд. Конечно же, не обошлось и без юридических баталий, но суд признал равные права за обеими формациями. Это сироты. Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима.
И хотя, исходя из большего числа оригинальных участников, пальма первенства как бы оставалась за группой Алана. В версии Билла в 2010 году удалось выпустить диск, на который помимо проверенных временем хитов попали и новые вещи. Зато у группы Уильямса есть собственная радиостанция Jukebox Jive Radio. Позитивная и приятная, простая и светлая. Их музыка состоит из вполне цепких композиций, выдержанных преимущественно в ностальгическом духе рок-н-ролла, обрамленных в блестящую карамелизированную упаковку поп-глэма. Все это на самом деле совсем неплохо, хотя до невозможности приторно и слащаво. Большинство композиций без особого напряга сделаны по шаблону 50-х. Все очень просто, даже несколько примитивно. Сахар можно снимать ложками, но иногда послушать действительно приятно.